Всем салют, на связи Антон Семенов, и это вторая часть моего путешествия в Санкт-Петербург. В этом видео я покажу вам 3 достаточно крутых места. Это экстремальный парк аттракционов Дива Остров, остров Новая Голландия и Исаакиевский собор, а также бонусом ресторан с видом на этот же Исаакиевский собор. Приятного просмотра и давайте начнем. Друзья, я рад приветствовать вас во второй части моих приключений в Санкт-Петербурге. А если вы вдруг не смотрели первую серию из Питера, то прямо сейчас она появилась в углу вашего экрана. Сразу же сходу хочу сказать, что я вышел с массажа и просто благодарен за этот час, выделенный для самого себя. Я абсолютно спонтанно вчера через дорогу увидел массажный салон под названием Asia Time. Зашел и меня купили, и меня просто купили тем, что у них на первое посещение аж 50% скидка. Я записался сегодня, сходил, и это было классно. Во-первых, знаете что? Я прям вернулся обратно на Бали. Меня, знаете, телепортировали во времени, потому что мне массаж делала балийка. И я даже мог не то чтобы с ней перекинуться на английском языке, а на местном, на индонезийском, поблагодарить ее. Я оставил даже чаевые, что на самом деле является таким знаком достаточно качественного массажа полученного. Поэтому, знаете, это все возвращает вот эти мелкие моментики, потому что, например, только в Азии я видел на Бали, чтобы перед массажем споласкивали ноги. Не уверен, что вам эти подробности нужны, но, честно говоря, очень хочется поделиться своими эмоциями, своими впечатлениями, потому что это пробуждает эти нейронные связи, которые когда-то давно сформировались, и помогает тебе погрузиться в эти приятные воспоминания. Но это приятно. Я просто хочу туда обязательно поехать еще раз, не раз, и может быть много. Так, тут шумно, давайте в сторону отойдем. Увидел первый раз в массажном салоне. На выбор несколько флакончиков предоставляется аромамасло. Я взял цитрусовое и прям не прогадал. Когда мне массировали эту часть грудную, то я прям чувствовал этот цитрус. Мой массаж обошелся в 1950 рублей с учетом этой 50% скидки. Я подумал, что это очень здорово, когда вы приезжаете в Питер, например, как я, раз в год. Я подумал, что второй раз я лично в моем случае точно не пойду, потому что через 3 дня я уезжаю обратно. А сейчас закончился мой длинный рассказ про массажный салон. Я хочу спуститься наконец в метро и отправиться вместе с вами на Дива Остров. Поехали! Вау, друзья, вы просто посмотрите на эту эстетику. Если вдруг кто смотрел мою первую часть, я там ходил рядом с Казанским собором, и там розы были совсем зачахшие, а здесь целая аллея. Красные, такие бледно-розовые, свежие такие. Все вкусно пахнут. Может быть, вам слышно эти крики от карусели? А вон паровозик, который лично для меня. Вон. Сейчас. Это аттракцион для меня. Потому что я такой себе экстремал. Помню, я в 19 лет, аж 5 лет назад был здесь. Первый и последний. И прокатившись на аттракционе, на американских горках, просто я ушел. Я вышел из чата. Мне одного аттракциона хватило. Зато я очень экономный в этом плане. Мне потом до конца дня было плохо. Кстати, он так и назывался: Великолукский мясокомбинат. Горки американские. То, что мне надо. Тут прям целый мир. Я пристроился рядом с фонтанчиком освежающим. Я, наверное, должен куда-нибудь ходить на аттракцион, но чуть позже, потому что еще еда моя не переварилась до конца. А покушал я вкусно и хорошо, поэтому сами понимаете. Это, видимо, одна из главных карусель. Просто посмотрите, какая очередь. Она начинается вон там, где домик с деревом. Идет вот так и заворачивает сюда. Посмотрите, какая тут высота. Сейчас посмотрим, как она тут функционирует.
Она поднимает людей на самый верх и, наверное, начнет кружить. Сейчас будем смотреть. Блин, ну на такой-то высоте покружиться было бы здорово. Ускоряться будет. Опускается и ускоряется. Но деревья не дадут опуститься еще ниже, потому что люди начнут просто в ветках цепляться. А она снова поднимается. Все люди стоят, смотрят, представляют себя там. Но я себя в этой очереди не представляю. Итак, что могу сказать в заключении, посетив Дивоостров? Место классное, сразу видно, что ухаживают за ним, все покрашено, нигде никакой ржавчины нету, все новенькое. Единственный, наверное, минус, но я прекрасно понимаю, почему так. Чтобы, к примеру, попасть на аттракцион, вот прямо здесь и сейчас по факту увидел, американские горки, тебе вернуться необходимо будет на кассу через весь парк, пройдя, наверное, минут 20 просто пешком. Но на то, как бы, есть свои условия, наверное, содержать только кассиров на каждый аттракцион. Ну или одного кассира на 3-4 аттракциона, наверное, дороговато. Поэтому приходится возвращаться в централизованную кассу, 2-3, не знаю, сколько их там, но придется, в общем, прогуляться до кассы и купить там билет. А я сейчас, посмотрите, какое место нашел. Оно прямо напротив этого парка. То есть там еще слышны визги детишек, а здесь такое озерцо. Полностью такое поросшее мелкими кувшинками. Как это правильно называется? Словно тут можно ходить, да? Так интересно выглядит. А вот этот вот фонарь, как я сейчас узнал от гида, тут проходила большая экскурсия, очень много людей прошло мимо. Оказывается, Осака, Япония, подарила Санкт-Петербургу, значит, вот этот вот фонарь в честь 300-летия основания города. Итак, следующая наша локация, как вы можете видеть, прекрасный парк под названием Остров Новая Голландия. Если вы вдруг здесь не были, то я очень рекомендую, потому что место, чем особенно, оно, первое, бесплатное, второе, оно по-особенному разнообразно, потому что тут и стритбол, тут и кафе, рестораны, тут просто можно на стульях посидеть. Вот видите, в этой области у нас площадка для стритбола. Но также имейте в виду, что мало денег в ресторанах вы здесь не оставите. Тут прайс соответствующий, но оно, наверное, того стоит. Просто посмотрите, как тут чисто. Вот все просто идеально. И тут поддерживается это 24/7, я думаю. Как-то раз я впервые, наверное, здесь побывав, увидел вон там вот на самом входе, это было осеннее время, там дворники листья выкладывали, то есть опавшие листья с деревьев в форме сердечка. Я найду эту обязательно фотографию, либо в интернете просто скачаю и обязательно прикреплю. Это просто поразило меня. Вот гляньте, то, о чем я говорил, да, намывают площадку для стритбола. А вот с этой стороны всякие, знаете, вот эти вот кафешки, вывески красивые. Мне вот вывески красивые надо. Я жертва этой всей эстетики. Вон, посмотрите, дом 12. Как там красиво, вау. Тут вот ходишь по таким маленьким камушкам и вот наблюдаешь, читаешь. Трогать нельзя, только нюхать. Такие, знаете, вот тут растения. Чья красота в мелочах. Вот этот ракурс мне также нравится. Вроде вся такая эстетичная, тут, знаете, атмосфера, но поставили вот эти 3 стола для тенниса, и прям это такой фишкой некоторой стало. Они прям выделяются, знаете, из всего. Хотя, с другой стороны, тут же есть площадка для стритбола. Вот и для пинг-понга поставили. Вот ребята пришли. Как я понимаю, это также общедоступно, как и все, что тут есть, кроме ресторанов, соответственно. А вот это здание, друзья, круглое, с пространством внутри посередине, это в прошлом тюрьма 1829 года. В нынешнем это пространство бутылка, где располагаются по кругу
вот таким образом по кругу всякие рестораны, но внутри тоже есть пространство, да, то есть вот в этом кругляшочке по центру свободное пространство, которое сейчас закрыто, и туда пройти нельзя. Так бы с удовольствием и вам, и сам бы прогулялся, посмотрел. Вау, друзья, какой это кайф. Даже по мокрой траве, знаете, вот ощущение такого большого пространства, оно прям заставляет радоваться. Это серьезно. Как красиво. Даже в такое пасмурное небо. Лавки, стулья, точнее, стулья по-прежнему мокрые. Посидеть мало удовольствия. Но зато сейчас их много свободных. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Все фотографируются. Тут вот даже свадебная фотосессия проходит. Люди сидят, отдыхают. Почитал информацию в интернете о нем. 24 тысячи свай забито. Можете себе представить, под фундаментом Исаакиевского собора. Он считается одним из крупнейших храмов на планете, а также при строительстве использовали 20 различных материалов, включая гранит, мрамор. Самое топовое место – это видеоблог. Я надеюсь, будет хоть что-то слышно. Мне досталось самое топовое место. Проходя мимо бара, ресторана «Счастье», я и думать не знал и не подозревал, что тут это самое топовое место. Мимо моих окон все проходят и заглядывают. Они все хотят оказаться на моем месте, но я такой один сегодня. И у меня есть целый час посидеть спокойно, расслабиться, поесть. Посмотрите, какая тут атмосфера и сколько людей. Такой классный приглушенный свет. Вот девушки, которые фотографировали меня здесь. И самое главное, вот этот вот вид. Я уже, честно говоря, подзамерз от этого открытого окна, но оно того стоит. Я заказал пасту с креветками и коктейль безалкогольный. Коктейль пришел, можно пробовать. Блин. Ну просто коктейль освежающий, слегка цитрусовый. Я слежу за своей камерой. Пришла моя паста. Просто посмотрите на эту эстетику. Как интересно. Кабачок нашинкован, сырочек сверху, креветка, помидор и какая-то зелень. Выглядит очень сытненько. Очень. Ну, друзья, так или иначе, даже если здесь ничего особенного нету, просто сама атмосфера. Я думаю, вы меня понимаете, когда вы приходите в классное место, тут и контингент соответствующий, и обслуживание будет прекрасное, никто там на вас косо не будет смотреть. Это все наша жизнь, ребят. Когда ты в топовом заведении, тут тебе и макароны кажутся чем-то таким особенным. Я вот к чему. Также зеркала в ресторане «Счастье». И тут такое же. Просто всегда идеальный в этом зеркале, потому что ничего не видно. И не говорите самому себе, что вы что-то не можете позволить. К черту эти мысли. Пока вы верите в себя, вы можете все. Чашку кофе за 300 рублей, да каждый себе может это позволить. Расслабьтесь, ребят, сколько можно зарабатывать. Давайте уже чуть-чуть начнем жить. Я иду, не знаю куда, честно говоря. Уже время близится к 10, и мне пора домой. Поэтому мы увидимся в новом видео, а это подошло к концу. В новом, не менее крутом видео. Пока-пока.